Будь несокрушимым, как гора, будь терпеливым, как камень, и честным, как сама земля. Царство Земли – одна из 4 наций, которая поражает своими размерами, технологиями и военной мощью. Сегодня третье из 4 видео на тему народности в мире аватара Анга. В таких видео будем детально разбирать каждый народ, от их устройства до философии, поэтому если видео понравится, подпишись, чтобы не пропускать следующее видео на тему народа огня. География. Царство Земли – самое крупное государство мира аватара. На севере простираются горные цепи и хвойные леса. Северо-восток более прохладный и малонаселенный. Центр страны занимает огромная пустыня Сивон. Западные территории богаты болотами и лиственными лесами, а южное побережье теплое, влажное и густо заселенное, с множеством рек и плодородных земель. Район Намашу находится посреди гор, а к юго-западу встречаются засушливые хребты и луга. Такое разнообразие ландшафта делает Царство Земли самым контрастным и богатым природой регионом мира аватара. Перейдем к государственному устройству. Царство Земли – монархия, во главе которой стоит король Земли. Однако из-за огромных размеров власть центра часто ограничена. Царство состоит примерно из 60 провинций и нескольких крупных городов. Одним из таких известных является Амашу. Провинции, в свою очередь, состоят из поселков и менее крупных городов. Столицей является Басингсе, крупнейший город мира. Правителем считается царь Земли, живущий в столице. Параллельно с ним в таком городе, как Амашу, имеет своего царя, однако официальным царем земли считается правитель Басингсе. Когда-то давно отдельными землями правили множество воинов-царей, но со временем они начали уступать свою власть одному. На данный момент царь земли не более чем представительное лицо, которое живет в роскоши, имеет свою охрану и даже может не выходить из своего дворца. Хотя там король, которого еще нужно поискать, убежал с медведем от народа, который так в нем нуждался. Уровень контроля над населением в столице очень высок, чувствуется превосходство над другими, присутствует идея утопии, а также насильственное устранение тех, чьи мысли и мнения не совпадают с принятым идеологией и кто тем самым создает проблемы государству. Устранять можно разными способами, к примеру, промыванием мозгов или шантажом. Правительство Басингсе бюрократизировано, что можно судить по тому, что требуется по меньшей мере 6-8 недель для обработки запроса, чтобы встретиться с царем. Хотя это мог быть просто план, чтобы устранить команду аватара. Также властью обладает Совет 5 важнейших генералов армии Земли. Большой властью обладает Дали, организация создана для поддержания культурного наследия города, однако вышедшая из-под контроля и ставшая тайной полицией. Государственная символика. Герб Царства Земли представляет собой круг, в центре которого находится квадратное отверстие, как у традиционных китайских монет. Герб символизирует глубину царства в прямом и переносном смысле. Неисчислимость слоев глубоких пород и минералов, которые маги Земли управляют для поддержания своих великих городов, а также глубину приверженности жителей мирному и продуктивному образу жизни. Население. Люди Царства Земли часто являются обладателями темных или коричневых волос, зеленых, карих или серых глаз. У большинства из них темная загорелая кожа, однако у представителей высшего общества кожа более светлая. Женщины обычно имеют длинные ухоженные волосы, завязывают их, используя различные подвязки и украшая прическу цветами или кисточками. В Амашу люди носят туники, длинные белые халаты или брюки. На голову они часто надевают шляпы. Среди фермеров очень распространены легкие шляпы из соломы. Представители армии носят форму зеленой или бежевой окраски. Такую традиционную одежду носят по всему королевству, хотя можно заметить и другие оттенки, особенно в Басингсе. Люди Царства Земли горды и сильны. Они обычно придерживаются философии мирного существования и сотрудничества с другими нациями мира. Даже при падении столицы и бегству короля они не сдались и вели партизанскую войну с солдатами народа огня. Но есть и люди, которые умеют использовать магию песка, и их одежда сильно отличается. Обитают они, как это ни странно, в огромной пустыне под названием Шивонг. Учителями же магии Земли являются крутобарсуки. Предлагаю теперь поговорить о 2 крупных городах. Начнем со столицы Басингсе. Это, безусловно, огромный город, который завораживает при первом просмотре аватара. Название переводится как «неприступный город». Басингсе – разделенный город с жителями, сортированными в различных окруженных стеной кольцах, основанных на экономическом и социальном классе. От самого нижнего кольца, места гетто, населяемых беженцами и бедными, к верхнему кольцу,
дому правящих классов царства и богачей. Путешествовать по городу можно на приводящейся в движение магами земли монорельсовой дороге, построенной еще во времена господства царя земли Яминга. Монорельсовые дороги проведены по всему Ба-Сing-Се и могут свободно использоваться всеми гражданами. Они в состоянии даже очень сократить 2 полных дня, которые потребовались бы, чтобы пройти пешком из одного конца города в другой. Пройдемся кратко по структуре города. Внешняя стена Ба-Сing-Се – самый толстый слой защиты города, около 100 метров высотой. Извините, колоссального титана с собой не прихватил, точнее измерить не смогу. Стена окружает весь Ба-Сing-Се вместе с обширной аграрной зоной и озером. Стена была разрушена дважды, ладно даже трижды. Сначала сломал Айра, потом Бур и снова Айра. Территория, находящаяся между внешней и внутренними стенами города, является аграрной зоной, большой слаборазвитой областью, состоящей из больших полей, используемых главным образом в сельскохозяйственных целях. Нижнее кольцо, так называемый плохой район Ба-Сing-Се, который населяет большая часть города. Эта часть населения состоит из новоприбывших в город, среди которых множество беженцев. Из-за бедности Нижнего кольца, так же как и из-за притока беженцев, здесь наблюдается повышенный уровень преступности. Здания в Нижнем кольце являются очень маленькими, также из-за бедности жителей. Граждане Нижнего кольца могут посещать аграрную зону и Среднее кольцо, но им запрещено заходить в Верхнее кольцо без приглашения его жителя, царя или члена правительства. В Среднем кольце Ба-Сing-Се живет основная масса населения среднего класса. В этом кольце очень много разнообразных магазинов и ресторанов, также там есть университет и ратуша, одно из самых старых зданий города. Университет Ба-Сing-Се – огромный источник знаний и одна из самых знаменитых достопримечательностей столицы. Здания этого района намного больше, чем дома Нижнего кольца, но все же меньше, чем постройки Верхнего кольца. В Среднем кольце много садов с многочисленными деревьями и цветами. Граждане Среднего кольца без разрешения свободно могут проходить в аграрную зону, Нижнее и Верхнее кольцо. Как самое богатое из 3 колец, Верхнее кольцо населяет самые богатые и знатные жители города. Самые важные граждане города проживают именно здесь, где их от преступности защищают Дайли. Царский дворец расположен в самом центре Верхнего кольца, за своей же стеной. Анг, Катара, Сок и Тоф получили дом в Высоком кольце за их заслуги в борьбе с народом огня. Здания Верхнего кольца огромные, окруженные стеной сооружения, которые представляют из себя уменьшенные версии царского дворца. Крыши зданий покрыты желтой плиткой, что символизирует богатство владельцев дома. Очевидно, граждане Верхнего кольца свободны в передвижении по Ба-Сing-Се, но они должны быть осторожными, путешествуя по Нижнему кольцу, так легко могут стать жертвой преступников. Если хотите более детальный разбор этого города, дайте знать в комментариях. И второй известный нам огромный город – это Амашу. Этот город был одним из последних больших цитаделей царства земли и поставщиком солдат и вооружения перед своим падением за несколько месяцев до конца войны. Город также очень хорошо известен системой доставки грузов и почты, приводимой в действие магами земли и силой тяжести. Город построен на нескольких холмах и окружен широким ущельем. Амашу сильно укреплен, 3 каменные стены, каждая толщиной не менее 1,5 метров. Возвышаются на 10 метров в высоту. Врата могут открыть только маги земли. Внутри город имеет структуру пирамиды, в центре которой на самом верху расположен дворец. В Амашу тысячи домов для рядовых жителей, а также сотни магазинов, ресторанов и мастерских. Здания в городе, как правило, построены из камня и имеют черепичные крыши зеленого цвета. Город является частью царства земли и поэтому подчиняется Совету 5. Тем не менее, Амашу в целом достаточно автономен и имеет своего собственного царя по имени Буми. Перейдем к самому вкусному, к армии народа земли. А тут по сравнению с народом воды есть куда разгуляться. От обычных солдат до тайной полиции. Не зря же на 2-м месте по военной мощи в мире Аватара. Как и у нации огня, основу армии составляют как маги, так и не маги. Самым распространенным являются пешие солдаты. Они пользуются разным оружием, как обычные копья, мечи, так и более необычным топоры, молоты. Среди конниц распространены страусиные лошади, которые хоть и преодолевают малые расстояния, зато передвигаются очень быстро. Еще нередко используются гончие, угри. Также эта нация на момент вторжения в столицу народа огня имела многофункциональные танки, которые могли двигаться по любой местности. Совет 5. Совет 5 представляет собой группу из 5 высокопоставленных генералов царства земли, которые решают, как наилучшим образом использовать людские ресурсы для защиты Ба-Сing-Се. Именно Совет 5 разрабатывает и осуществляет планы, связанные с военными действиями, в которые входят лучшие средства защиты столицы. Команда Тера. Элитный отряд магов земли под предводительством генерала Санга. Их униформа несколько отличается от стандартного наряда солдат царства
Земли – воины Киоши. Воины Киоши составляют всю женскую группу бойцов во главе с Суюки на острове Киоши. Их боевой стиль и одежда имеют сходство с их основателем, аватаром Киоши. Одетые в богатую украшенную униформу, зеленые доспехи, они также носят яркий макияж. Воины Киоши используют металлические веера в качестве основного оружия. Традиционно только женщины острова Киоши проходят подготовку в качестве воинов, однако бывают исключения. Сока и Дайли являются культурным органом Басинсе. Находились под непосредственным командованием Лонг Фэнга, хотя формально подчиняются царю. Также они выполняют функции тайной организации и полиции, арестовывая и наказывая тех, кто нарушает правила, связанные с войной. Их форма отличается от стандартной формы солдат Земли. Были созданы аватаром Киоши. Королевская гвардия. Королевская гвардия Басинсе не является ни членами Дайли, ни армией, а служит в качестве личной защиты для царя Земли. Сотни из Королевской гвардии охраняют царский дворец. Охранники используют магию Земли против противника, но их снаряды могут также служить в качестве катапульты. Они носят темно-зеленые доспехи с зеленым пером в верхней части шлема. Флот. О флоте Царства Земли достоверно известно только то, что он существует. Культура Царства Земли. Культура Царства Земли мало раскрыта из-за того, что оно имеет огромные территории. Однако многие утверждают, что оно скорее напоминает Китай своей архитектурой, географией и менталитетом граждан. Архитектура и внешний вид зависят от того, город это или провинция. Преобладают зеленые и белые цвета, их используют почти везде. Большинство зданий из камня, дерева или гипса, в зависимости от имеющихся ресурсов и денег. Население царства самое высокое среди всех наций. Люди очень гордые и поддерживают философию порядка и мира со всеми. Маги Земли сильные и неуступчивые и всегда готовы оборонять дом, хотя среди некоторых солдат встречаются и разбойники, которые пользуются своим положением, чтобы грабить и бесчинствовать. Но Зука одним таким преподал урок. Что же можно сказать о еде? Ввиду обширных земель фермеры могут выращивать и культивировать лучшие растения и животные. Их разнообразие очень велико. Овощи, фрукты, орехи, а также рис – основная сельскохозяйственная культура. Среди домашних животных выращивают свиней, а также петухов, коров или страусовых лошадей. В густых лесах охотятся на дичь или ловят рыбу. Чай, сделанный из личи, трав и жасмина, является самым распространенным напитком. Каждая из 4 наций находится под влиянием одного из времен года. Для Царства Земли доминирующий сезон – весна. Время, когда все живое на Земле просыпается и перерождается. В заключение скажу, что философия Царства Земли основана на стойкости, равновесии и верности своим корням. Для народа Земли главное быть твердым, как камень, сохранять устойчивость, даже когда весь мир вокруг меняется. Надеюсь, вам видео понравилось. Если желаешь смотреть и дальше мои видео, то оформи подписку, ведь это поможет сильно развитию моего канала. Свои мысли по поводу Царства Земли можно оставить в комментариях, ведь я много чего не рассказал. А с вами был Атипак. Всем горячего жасминового чая.